Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео является логическим продолжением предыдущего видео, номер 624. Напомню, в нем я рассказал со ссылкой на исследование французского аналитика, писателя Сержа Метте, который является составляющей частью или участником крупной сети французских журналистов-расследователей и аналитиков, согласно которому Российская Федерация при помощи своего агента в Украине по имени Андрей Ермак проводит ИПСО против Украины, генерала Залужного, а также попавшего под раздачу полковника Червинского, пытаясь убедить международную общественность в том, что это Украина взорвала Северный поток-2, Северный поток-1. Серж Метте провел скрупулезное изучение того, как произошел взрыв на этих газопроводах, и показал, что информация, которую публиковали не так давно газета «Вашингтон-Пост», это, если не ошибаюсь, было 11 ноября, а также «Шпигель», является фактически российской дезинформацией. Он также показывает, что эта информация была слита, вернее, дезинформация о якобы причастности Украины к этому акту саботажа или диверсии на газопроводе, поступила из администрации президента Зеленского, и, скорее всего, этим источником был Андрей Ермак. В данном видео я продолжу эту тему и прокомментирую достаточно подробно последний материал из этой же серии. Он принадлежит перу известного американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, который, продолжая тему о противоречиях в руководстве Украины по поводу того, что нужно заканчивать эту войну, немножко, но существенно переставляет акценты. Если в статье «Вашингтон-Пост» от 11 ноября указывается, что украинские соратники, помощники, в общем, команда ОП Ермака готова заключить с Путиным договорничок, и только Зеленский, как великий воин, непоколебимо собирается бороться до последней капли крови, и они, его помощники, не знают, что с ним делать, то, значит, получается, что они, видимо, испугались, не поняли, что было напечатано в Вашингтон-Пост, насколько убийствен этот тезис для них самих. И вот теперь в статье Сеймура Херша немножко передергивают картишки. То есть теперь это генерал Залужный якобы ведет тайные переговоры с генералом Герасимовым через него, через Герасимова, с Путиным в целях слития Украины, а Зеленский, Козырь и его команда – это бойцы, патриоты Украины, которые готовы биться до конца. То есть это вот последний, так сказать, выстрел из российского ИПСО, который сливается через офис президента Украины в те средства массовой информации Западной Европы и Соединенные Штаты Америки, которых Ермак через своих лоббистов имеет серьезные позиции. То есть я вам расскажу, откуда взялись эти позиции, что они из себя представляют. Ну и последние гастроли Ермака в Вашингтоне. Итак, приступим. Значит, я хочу вам быстро назвать главные тезисы совсем свежего материала, который вышел 1 декабря. Автор его Сеймур Херш, которого я вам называл, я вам описывал его. Человек когда-то с блестящей репутацией расследователя. В последнее время он подмочил свою репутацию.
Он сделал разгромную статью, причем из 2 частей, в котором обвинил в том, что это ЦРУ взорвало эти северные потоки. Но, в общем-то, его широко комментировали, эту историю, но не особо. То есть разгромной сенсации не получилось, а потом Шермура Херша куда-то понесло. Он резко стал на ярые антиукраинские позиции, причем ссылаясь, ну, имея, так сказать, в прошлом известные всем хорошие связи в спецслужбах ЦРУ, он мог просто написать, что мои источники из ЦРУ сообщают. Ну и считалось, что это заслуживает внимания и доверия. Сейчас уже нет, не заслуживает. В последнее время он написал несколько весьма сумбурных и противоречивых сообщений или обзоров. Но я вам что хочу сказать, что вот с каждым из этих обзоров, особенно что касается Украины, качество их, оно просто резко падало. Потому что если он раньше говорил, там, мой сотрудник в администрации или мой сотрудник в ЦРУ, это воспринималось. Но теперь понятно, после того, как он опубликовал статью о причастности ЦРУ, у него не может быть источников ни в Белом доме, ни в ЦРУ. Поэтому он лепит. Вот в этой статье я вам сейчас продемонстрирую, как он лепит в материале, в котором генерал Залужный опять становится объектом жесточайшей атаки. Причем тема этой атаки перекликается с газетой той же «Вашингтон-Пост». Я вам напомню, там о чем речь-то идет, то самое главное, «Северный поток», бог с ним там. А там идет речь о том, что в ближайшем окружении Зеленского люди понимают, что у них нет выхода, все. То есть у Украины нет выхода, воруют, как в последний день, у нас нет шанса в войне против России, надо договариваться. И тут только один вот человек, это вот Зеленский, который с саблей наголо готов биться до конца. Вот такой фанатик, который не позволяет нам, окружению, то есть, наверное, ОПИ Ермака, заключить договорничок с Российской Федерацией. А теперь вот в статье Херша вносится новая тема. То есть, понимаете, тогда, и я это комментировал из статьи, вот Вашингтон-Пост вырисовывается, что вот вся ОПА Ермака – это предатели фактически, которые хотят замутить уже сейчас даже за спиной, не то, что за спиной украинского народа, за спиной даже Зеленского, хотят замутить договорничок с Путиным. То есть вот там вот Вашингтон-Пост, она как-то так промахнулась. Кстати, я скажу, что Вашингтон-Пост – это та газета, которая прикормила в свое время, ну как прикормила, во всяком случае, я скажу так, деликатно, но тщательно поработала. Одна из первых газет лоббистами Ермака в Соединенных Штатах Америки. Я вам дальше это все продемонстрирую. То есть это, опять-таки мягко скажу, очень газета не чужая для Ермака. Так вот, значит, и вдруг, тебе получается, что-то там с тезисами не доработали. Получается, предатели ОПА Ермака и он сам. А теперь немножко переиграли, и теперь главный предатель – это, оказывается, Валерий Залужный. И об этом пишет Саймон Херш. Последний удар, последнее ИПСО. Так вот, смысл заключается в том, что в последнее время тайные переговоры идут между Вашингтоном и Москвой. И ведет эти переговоры не Байден, не Путин, не Госдеп, не еще кто-то, а, о ужас, Валерий Герасимов из России и Валерий Залужный из Украины. Ну, первый титанический бред, который... Ну, ему уже 86 лет, буквально несколько месяцев назад он пережил операцию на сердце. Правда, говорят, выглядит как огурчик, но это выдает человека, который понятия не имеет, о чем он пишет, не понимает, он не знает ситуацию в Украине. И те, которые писали ему, сливали эти тезисы, они как-то не доработали этот момент. Но вы же понимаете, что для того, чтобы вести Залужному переговоры с Герасимовым, ему надо исчезать как-то на какое-то время, на несколько часов. А учитывая, что по указанию Ермака за Залужным следят 24/7,
Вплоть до того, что когда я вам рассказывал эту историю, когда Залужный отправлялся на конфиденциальную встречу с генералом Милли в Польше, туда была направлена целая группа СБУ, которая провалилась там на шпионаже за руководителями военными США и России. Милли был возмущен, и встреча была сорвана. Так вот, даже туда посылали шпионов. Ну, понятно, что здесь, сейчас, в Украине, особенно находясь под постоянными ударами, под прицелом, Залужный не может выехать в Ростов. И он не может на животе переползти линию фронта, чтобы где-нибудь там в траншее, в окопе провести тайные переговоры с Герасимовым. И он не может по телефону эти вопросы обсудить, потому что телефоны прослушиваются. А там настолько все перепутано. Там же вот в прослушках в этих, там же американцы новейшее оборудование поставили. Поэтому только сумасшедший будет пользоваться телефонами. Короче говоря, уже тезис о том, что эти тайные переговоры Залужный ведет с Герасимовым, это уже бред. Ну, дальше. Цель этого бреда. Залужный понимает, что продолжать дальше статика. Все. Фронт замерз, застыл. Поэтому дальше продолжать войну нет смысла. Поэтому параметры соглашения, которые не обсуждаются. За Россией останется неоспоримый контроль, то есть даже не обсуждается, над Крымом и существенный контроль над 4 областями. Но имеется в виду, что там будут проведены выборы в этих 4 областях под якобы свободным контролем, ну и там что они покажут. Ну, мы же понимаем, что такое выборы с участием Российской Федерации. Результаты их будут написаны в Москве. Ну, может, напишут там, что 70 проголосовало за, или 60 за Россию, 40 за Украину, поэтому давайте там что-то такое смешанное, что-то сделаем смешанное. Ну и в качестве уступки Россия не будет возражать вступление Украины в НАТО. Но, ну, во-первых, возражать, не возражать, для НАТО это не имеет никакого значения, потому что не дело России влезать в НАТО. То, что оно может делать, а то, что не может. Этот вопрос принципиальный. Во-вторых, значит, Украина не может иметь ограниченное, в общем, может будет иметь только ограниченное количество оборонительного оружия. Короче говоря, это будет вот что-то такое Версальского мира, который был заключен по результатам Первой мировой войны, в которую Германия была доведена, поставлена в тяжелейшее положение, и которое через 19-й, а уже в 1933-й этот Версальский мир привел к власти Путина. Простите, Гитлера. Хотя это оговорка. Да? Вот в данном случае оговорка по Фрейду, она имеет право на существование. Дальше интересно. Интервью журналу «Экономист», который написал Залужный, было организовано, как не знал «Экономист», после серии сообщений Залужного с Герасимовым. Дальше пишется о том, что Герасимов якобы был очень близок к генералу армии, начальнику Объединенного комитета начальников штабов США, генералу армии Демпси, который занимал этот пост при Обаме, поскольку они познакомились, когда они еще были капитанами и находились в Германии. То есть Герасимов был в составе группы советских войск Германии, Демпси на той стороне, и они встречались на светских мероприятиях. Опять полный бред. Какие светские мероприятия тогда? Ну какие? Если бы Герасимов был замечен на светском мероприятии, беседующий с Демпси, он бы никогда не стал майором бы. Никогда, абсолютно. То есть это полный бред. Дальше еще один бред идет. Один американский чиновник, который участвовал в переговорах между генералами. Но это вообще перл, вы представляете? Генерал Залужный идет на переговорах с Герасимовым, и там присутствует еще американский чиновник, который рассказывает Хершу о том, что там происходит. Но это феерический просто бред, абсолютно. И мне кажется, что я подозреваю, есть у меня на примете один так называемый чиновник, через которого вот эту всю фигню могли слить Хершу. Это придурок просто, полный человек с разрушенной психикой.
То есть я бы его не осуждал. Человек с разрушенной психикой нуждается, ну, в сочувствии, в понимании, скажем так. Но когда он начинает нести а он раньше нес, но сейчас он вышел на новый уровень. Он просто страдает бредовыми идеями. И Херш ему верит без всяких доказательств. Так вот, какая цель этой удивительной истории, говорит вот этот вездесущий американский Джо, который присутствовал на тайных переговорах двух генералов. Цель – заставить руководство Украины, то есть Зеленского и его окружение. Чувствуете, вот как картишки классно перебросили. Теперь уже не только Зеленский, но и его окружение во главе с Ермаком. Они настоящие патриоты. Они готовы биться до последней капли крови за Украину, а сливает ее Залужный. Как ловко переменили тему, главную нить статьи, которая была опубликована в Вашингтон-Пост 11 ноября. Кошмар, я читаю, но просто вот когда дохожу до вот этого, просто слов нет. Слов нет. Ребята, вам, чтобы делать активное мероприятие, надо поменять короткие штанишки на брюки, и получить образование в том, чем вы занимаетесь. Потому что всему нужно учиться. Активным мероприятиям нельзя научиться, руководя ларьками или на подмостках 95-го квартала. Это разные вещи. Фиксируем. Теперь Херш меняет. Значит, Зеленский и Ермак теперь патриоты Украины, готовы биться до конца, а сливает ее Залужный. Ну и поскольку там присутствует генерал, этот самый какой-то американец, то, что он делает, это противоречит всему тому, что сейчас делает Белый дом, с чего я начал. То есть Белый дом бьется, как лев на этих баррикадах. Во вторник состоится беспрецедентный секретный брифинг, пока секретный, может, станет открытый, где высочайшие лица администрации Байдена будут давать брифинг всем, по-моему, он секретный будет, всем законодателям, и Палата представителей, или Сенат, буквально перед голосованием по этому пакету. Они будут доказывать, что необходимо помогать Украине. А поскольку такие затраты, такие усилия Белый дом прилагает, что-то меня наводит на мысль, что если деньги дадут, то последуют другие виды оружия, более внушительные. И вообще то, что мне говорят специалисты по торговле оружием, есть движение вот этого серьезного оружия в сторону Украины. Уже, так сказать, в процессе движения туда. Ну и с другой стороны, Герасимов тоже понял, что с военной точки зрения война в Украине – это разрушительный тупик. И он убедил Путина уже в этом. Все. И все это узнал Херш от вот этого американского, наверное, чиновника. Вопрос, как же, то есть всех убедили, Путина убедили, Залужный в сговоре с Герасимовым. Как же убедить Зеленского? А поскольку и его соратников, значит, и Ермака, он же безумец, который поставил свою жизнь на политическую и военную победу. Но теперь надо и его соратников, и Ермака, оба безумца, поставившие свою жизнь на политическую военную победу. Они препятствуют урегулированию. И у него, то есть у Зеленского, много союзников в украинской армии. Зафиксируйте, обдумайте это предложение. Поэтому Зеленскому было послано сообщение: мы будем вести переговоры с русскими, с вами или без вас. И они будут военными, эти переговоры. Ваши соседи сыты вами по горло, особенно Польша и Венгрия. И они хотят, чтобы их украинские беженцы вернулись в мирную страну. Ну и второй вопрос. Как может Зеленский вести войну, если в Украине уже нет валового национального продукта? ВВП нету экономики. Таким образом, сейчас эта сделка находится на столе у Залужного. Ну и дальше там, что Украине можно будет вступить в НАТО,
Белый дом категорически против предложенного соглашения, сказал все тот же бредовый чиновник, который присутствует на тайной встрече между Залужным и Герасимовым. Но это вторжение, то есть, но это соглашение состоится. Путин не возражает. Предполагается, что Путин захочет заключить сделку. Но еще надо будет работать над многими деталями. Например, столько вопросов надо разрешить. Один вопрос только: военные преступления, военные преступники, причем с обеих сторон. Не только с российской есть военные преступники. Одного мы знаем, против которого выдан ордер Международным уголовным судом. А с украинской кто? Кто с украинской? Неужели Ермак? Неужели Зеленский? И вот еще один убийственный источник этого великой статьи, в кавычках, на всякий случай, Херша. Второй американец, чья информация поступает из-за рубежа, подтвердил, что Россия, может быть, готова позволить Украине вступить в НАТО. Но это, понимаете, на конкурсе идиотов, вот аналитики, в мировом конкурсе идиотов, вот этот, который написал эту фразу, он бы занял второе место. Второе место, потому что он идиот. Второй американец, чья информация поступает из-за рубежа. Вы думаете, и он знает, что может сделать Россия, а что не может. Два генерала могут продолжить переговоры, и Путин действительно может быть заинтересован в урегулировании. Но Зеленский остается дикой картой. Боец до конца, до последней капли крови. И теперь, по умолчанию, и козырь с ним. Американский чиновник, это все тот же, сказал, что Зеленскому было сказано, что это военная проблема, которую нужно решить, и переговоры будут продолжаться с вами или без вас. Если потребуется, сказал мне американский чиновник, мы можем профинансировать его путешествие на Карибы. И вот, господа, как хорошо, вот какая прекрасная подводка, которая подводит меня к заключительной мысли по поводу анализа этой статьи. Я неоднократно говорил, что Козырь и его, если можно так сказать, команда, которая обокрали Украину из той помощи, которая поступала по военным каналам, значит, где-то так, не менее 2 миллиардов долларов. И они все в офшорах. И большая часть этих денег в первые месяцы после российской интервенции 24 года была туда переведена. Так вот, у них есть только один шанс, чтобы попользоваться этими деньгами. И это не победа Украины, потому что после победы Украины все они, во-первых, покинут свои места, во-вторых, большая часть из них понесут в соответствии с законами Украины за заслуженное наказание, за содеянное. Там я подозреваю, сотнями томов уголовных дел будет. То есть как-то Зеленский, не знаю, может, он действительно стал фанатом своего дела, но что Козырю это не надо, те, кто непосредственно переводил эти деньги, это уж совершенно точно. Единственный вариант для них, когда они смогут попользоваться этими деньгами, если они замутят действительно договорничок, и если Путин заключит соглашение о прекращении войны на его условиях, и если они ему будут содействовать, помогут в этом, они уже стараются из всех сил. Они и ПСО чего стоят. Одна-то компания, которая сейчас развязана против Залужного, она чего одна стоит? По подрыву репутации, доверия к главному военачальнику Украины, собственно говоря, по сути дела. Так вот, только в этом случае, если не помогут Путину заключить договор на его основании, вот только в этом случае Путин в качестве поощрения даст им возможность попользоваться теми деньгами,
которые они скоммуниздили у Украины из военной помощи США. Только в этом. Поэтому вот это для них, это не только Зеленского. Может быть, действительно есть смысл профинансировать, вернее, они сами профинансируют, дать им доступ к тем офшорам, куда они перевели деньги. Сейчас же всех 2 миллиарда попробуй так резко вытащить, сразу станет известно. Так вот, дать им возможность спокойно выехать на Карибы. Все. Это их сейчас золотая мечта. Не победа Украины, а вот возможность провести остаток жизни на Карибах или где-нибудь там еще, на Мальдивах и так далее. Это вот то, что они борются. Таким образом, господа, проанализируя эту статью, могу вам сказать, что опять-таки, дальше я вам расскажу о том, какие контакты имеет ОПА Ермака в Европе и в Соединенных Штатах Америки. То есть вот эта статья, ее направленность, идейная, те тезисы, которые здесь заложены, дают мне основания, очень серьезные основания, полагать, что источником опять Ермак или те, которые руководят Ермаком. Но об этом, наверное, поговорим в следующем видео. А пока зафиксируем смысл этой статьи. Залужный – предатель, а Зеленский, а вместе с ним Ермак – это патриоты Украины, которые биться готовы до последней своей капли крови. Вот закольцую сегодняшний выпуск. То есть главное орудие Раши и пятой колонны сейчас состоит в том, чтобы посеять хаос в головах украинцев и сместить Залужного, и зашибить договорничок с Путиным. Но я думаю, что это не удастся. И надеюсь, мы поймем это, очевидно, вот на наступающей неделе, когда я ожидаю, что Конгресс проголосует за пакет помощи Украине. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск сегодняшний. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу.